И снова добро пожаловать! На связи команда Кейтара, и мы продолжаем наш курс по работе с трекером. В прошлом видео мы выбрали сервер, установили трекер и залогинились в админку, в наш дашборд. И что делать дальше? Дальше нужно приобрести домен, припарковать его в трекер, получить SSL-сертификат и создадим первую компанию. Итак, по порядку. Для чего нужен домен в трекере? Домен в трекере — это просто алиас, ярлык, ссылка, по которой мы можем обращаться к трекеру и ко всему его содержимому, то есть к компаниям. Он работает не так, как с хостингами, то есть на домене трекера не обязательно должно храниться какое-то жестко заданное содержимое типа сайта. Домен в трекере — это просто ярлык, по которому вы открываете либо трекер, либо компанию. И в первую очередь он нужен для того, чтобы трекер мог выписать SSL-сертификат. Вы работали по HTTPS, по защищенному соединению. Базово в трекере админка открывается по IP вашего сервера /admin, и все компании также формируются, все ссылки компаний также формируются с этим IP-идентификатором. Но здесь у нас HTTP соединение не защищено, как мы видим. Такой тип соединения блокируется многими браузерами, многими софтами. Мы можем терять трафик на таком виде ссылок. Поэтому нам нужно припарковать домен. Главное условие. Для трекера нужен чистый домен, который нигде больше не используется, который вы не используете ни для каких своих сайтов, ни для каких платформ, ни для чего другого больше. Он должен быть чистый и использоваться только для трекера. Где именно купить вам домен, это вообще не играет роли. То есть вы можете просто загуглить, купить домен и выбрать любого продавца, любого провайдера. Мы пользуемся в основном просто доменами от Namecheap, потому что они быстро резолвятся, там нет проблем с оплатами, понятный интерфейс и все работает нормально. Поэтому мы будем рассматривать на примере Namecheap. Вот он. Переходим, открывается главная страница. Если у вас есть уже аккаунт, логинитесь, sign in, да, все, заходите. Если нет, регистрируйтесь по кнопке sign up, тут быстрая регистрация, подтверждаете все. И также переходим к покупке. Все, мы залогинились, зарегистрировались. Вот он наш аккаунт, у вас будет, естественно, свой. Вот оно окно поиска имени домена. Любое, какое хотите имя сюда вводите, чтобы ваш домен так назывался. И дальше нажимаете поиск. Давайте сделаем. Вот он, search. И вот нам предлагается список доменов, которые мы можем купить. Самый дешевый, самый дорогой, вообще без разницы для трекера. С точки зрения трекера не играет роли. Kitara Academy Live. 2. Окей. Add to cart. Добавляем в корзину. Тут еще дополнительные услуги, которые можно здесь взять. Смотрите, сразу же здесь SSL сертификат вам предлагают купить у Namecheap. Этого не нужно делать. Не нужно покупать сертификаты у провайдеров, если вы собираетесь использовать домен в трекере, потому что трекер автоматически сам после добавления домена, он выпишет SSL-сертификат, сделает запрос на Let's Encrypt и выпишет сертификат. Поэтому вот здесь вы можете ничего не докупать. Вот мы в корзине, все, Confirm Order. Здесь по умолчанию стоит оплата картой, также и доступна оплата через PayPal, либо средства с аккаунта. Как вы будете оплачивать, не играет роли. Переходим к оплате, покупаем домен и идем дальше. Оплатили. После оплаты вам выдаст квитанцию, и вы можете снова заходить на главную страницу. Переходите аккаунт, дашборд. Вот он наш домен. Чтобы припарковать домен к трекеру, нажимаем Manage. Открывается список NS-записей наших активных. Вот здесь по кнопке Advanced DNS. Мы видим здесь указаны уже по умолчанию CNAME запись и A запись, да, через собаку, которая указана. Нам, чтобы правильно припарковать домен к трекеру, эта запись не нужна. Не нужны никакие записи, кроме одной A записи с IP трекера. То есть все, что есть записи, мы удаляем. Мы удаляем вот этот вот поддомен www, да. Мы удаляем и вот эту запись тоже, да. И видим перед собой теперь просто чистое окно без каких-либо записей. Никаких записей нет, мы добавляем свою, нужную нам. Выбираем поле A-Record, а запись нам нужна. Вот сюда можем поставить собачку. Вот сюда добавляем IP-адрес сервера трекера. Узнать его мы можем вот здесь в трекере, в разделе домены. Переходим на раздел домены и используйте IP. Вот здесь берем этот IP, копируем, добавляем сюда. Все, здесь ничего не нужно больше менять. На этом наша работа по парковке домена на стороне Namecheap закончена. Мы сохраняем вот здесь. И все. Теперь нам нужно подождать до тех пор, пока кэш DNS обновится и домен зарезолвится на IP-шник трекера.
Это происходит до 24 часов примерно, но обычно происходит быстрее, 5 минут, 10 минут, и все готово. Далее мы переходим в трекер и нажимаем кнопку «Создать» в разделе «Домены». Трекер, раздел «Домены», кнопка «Создать». И вводим сюда имя нашего домена, который мы купили и только что указали через запись на IP трекера. Все, здесь также есть дополнительные настройки, пока не вдаемся в подробности, просто паркуем домен, нажимаем «Добавить». И смотрим. Статус ошибка. Couldn't resolve hostname. Значит, еще не прошло время, когда резолвится домен, еще не обновился кэш DNS. Можем проверить сейчас по этому домену состояние NS записей. Можно сделать это через консоль командой dig. Проще это сделать просто через сервис, который в онлайне это показывает. Вот здесь копируем название, копируем имя домена. И идем, переходим на адрес misc.com tools DNS и вводим просто имя домена. Он показывает нам, что еще нет записей никаких у этого домена. Значит, кэш DNS еще не обновился и домен не зарезолвился. Окей, мы ждем. Ждем, когда он зарезолвится. И трекер автоматически вот здесь нам покажет по кнопке «Проверить», что все готово и ошибки не будет. Ожидаем, значит, некоторое время. Все готово. Прошло буквально пару минут. Мы видим, что статус подключен. Все работает. Теперь мы можем просто по этому домену заходить в трекер. Рядом колонка «Статус SSL». Ожидание выпуска сертификата. Для того, чтобы выпустился сертификат, не нужно никаких дополнительных действий, только правильно подключить домен, чтобы вот здесь был статус подключен, и трекер автоматически бесплатно выпускает SSL сертификат. Если у вас какая-то ошибка возникает, уже прошло много времени, уже вы уверены, что все правильно подключили, но здесь по-прежнему ошибка какая-то, вы просто берете, удаляете вот здесь этот домен, удалить, и добавляете его заново. И это с большой вероятностью решит все проблемы. Далее мы ожидаем выпуска SSL сертификата. Можем нажать кнопку «Проверить». Сертификат выпущен. Все, готово. Наш домен полностью правильно и корректно припаркован в трекер. Возвращаемся в трекер и делаем теперь то, для чего мы вообще покупали этот домен и парковали его в трекер. Мы заходим в трекер, логинимся не по IP-шнику с незащищенным HTTP соединением, а по имени домена, на который уже трекер запросом выписал бесплатный SSL сертификат, полностью валидный рабочий. И теперь мы логинимся по домену с HTTPS протоколом и работаем с трекером всегда, когда мы залогинены по домену с HTTPS. Переходим в адресную строку, пишем https имя домена /admin. И готово. Мы видим, что Kitara Academy Live, да, наш домен, безопасное подключение. То есть SSL сертификат подключен правильно. Вот здесь замочек, значит, все, мы можем логиниться правильно. Все наши ссылки компании будут теперь создаваться по HTTPS соединению. Заходим в трекер. Мы купили домен, припарковали его в трекер, выписали SSL сертификат и самое время перейти к созданию компании. У нас будет целый отдельный модуль, посвященный компаниям. Сейчас просто базово покажу, как создать компанию и припарковать к этой компании домен, чтобы мы лили трафик прямо на тот домен, который мы купили, если нам это нужно. Переходим к созданию компании. Открываем вкладку компании. Это наш тестовый рабочий трекер. Здесь, естественно, уже будет много компаний. У вас, когда вы первый раз зайдете, здесь будет пусто. Нажимаем «Создать». И перед нами открывается окно настроек компании, окно с выбором интеграции, параметров и так далее. Это все дополнительные настройки, на которых мы сейчас не будем останавливаться. Мы создадим просто компанию и припаркуем к ней домен. А наполнять ее содержимым, настраивать уже внутри будем на конкретных кейсах, в отдельных видео, чтобы все было подробно, понятно, без сумбура и так далее. Итак, поехали. Название. Естественно, вводим название компании, любое, какое вам хочется. И создаем поток. По кнопке «Создать поток» здесь пишем имя, тип потоков. Сейчас пока нас это все не интересует, потому что мы делаем базовое создание компании, просто чтобы продемонстрировать, что такое сущность компания, как она создается и как припарковать к ней домен. Схема. Вот здесь вы можете добавить либо отдельные сущности, лендинги, офферы, которые создаются отдельно, либо просто указать прямую ссылку. Давайте так и сделаем. Просто поставим редирект на любую ссылку нашу, например, на сайт наш Kitara.io. Вот он, наш сайт указали. Все, жмем «Готово», «Применить». И жмем «Создать». Отлично. У нас создана самая базовая, простая компания, которая по ссылке компании трекера будет вести на сайт Kitara.io. И мы паркуем домен к этой компании. Для чего это нужно?
Это нужно, чтобы мы имели возможность лить прямо на наш домен, который называется Kitara Academy Live, а не на ссылку компании, которая формируется вот таким вот образом вместе с идентификатором. С этим идентификатором, который нужен трекеру для того, чтобы понимать, на какую компанию направлять трафик. Но если мы припаркуем домен конкретно к этой компании, то вместо вот такой вот ссылки с идентификатором трафик будет идти по прямой ссылке домена, прямо также на эту компанию. То есть новая вкладка, ссылка с идентификатором формируется у нас, и мы переходим на сайт Kitara.io по ссылке компании трекера. Чтобы сделать так, чтобы мы переходили на нужный нам сайт, на нужный нам оффер по ссылке прямой домена, мы должны припарковать его к компании. И это делается следующим образом. Мы переходим на вкладку домены в трекере, нажимаем на нужный нам домен и выбираем вот здесь окно «Припарковать к компании». Видео. И вот она наша компания. Выбираем ту компанию, любую, к какой мы хотим припарковать этот домен. Сохраняем. Готово, изменения сохранены. Мы видим, что домен припаркован к компании Тест Видео. Итак, мы теперь можем точно так же по имени этого домена переходить, и мы попадаем на нужный нам сайт, на Kitara.io. Итак, мы разобрались с тем, что же нам делать, когда мы только зашли в трекер. Мы покупаем домен, паркуем его к трекеру, получаем SSL-сертификат, создаем компанию. Далее, как наполнять компанию, какие типы компаний есть, какие настройки указывают, как они связаны между собой. Все вопросы по компаниям будем рассматривать отдельно на конкретных кейсах, на тех, что вам нужно настраивать. Поэтому спасибо за внимание, и далее мы переходим к отдельному модулю компании.